мутная, пойду с другой стороны набирать. Вчера было так хорошо? Погодка-то? Да. Парень поклевал. Казалось, ну, Наконец-то. хоть чуть-чуть, да, поживем. Да. Ну, приятно. Приятно. Кумжа. Свежезасоленная. Так, ну что, экран будем строить? Надо уху сначала сварить. А, уху поставить. Ну, прям. Мы приняли радикальные меры. У нас был тент старый, который мы хотели использовать для бани. Вот. В итоге получилась вот такая стена от ветра. Рома улыбается там. Вот. Вот так с озера дует. Тьма просто там. Вода течет черная, ветер фигачит. А здесь у нас теперь такой затишок. Все, тишина. Старый тент пригодился. Мы его так растянули. Ну и немного сейчас еще забушкрафтим тут экран защитный у костра. Потому что вечером очень холодно. Ты на вампиров или на медведей? О, надеюсь на вампиров. Медведя не хочу. Вот
Вот так все это выглядит. Добавим бушкрафта. Хотел сказать only bushcraft, но глядя на синий тент не похоже. Готово. Отлично. До мерзлоты дошел. Дальше не идет. Нет, поплотнее туда, вот, чтобы не мешала доска. Вот, теперь вот он сильно ровнее. Чагу что, зря что ли собирали? Все, отлично. Ты хочешь труху нарезать? Да, она так лучше. Серьезно? Угу. Чем меньше, тем лучше. А у меня просто... Слушай, я еще ни одним ножом чагу не резал. Прям, смотри как. Ага, О, слайсер. класс, мне нравится. Я дед таскал с собой именно куски. А кусочками, да, она И немножко... он их много раз заваривал. И Так и есть. да, она там... Ну, мы сейчас вот эту быстренько заварим, Ага, а потом будем кусочки добавлять. да, на здоровье. Как скажешь, мне Так, все горячий. Опа. думаешь кипит? Да, мы это сейчас туда закинем и повесим, чтобы он горячий был, чтобы он грелся. И она тогда лучше заварится. Ща. Можжевеловых веточек. Сейчас он закипит и в угол его. А, вот закипел, да? Да, закипит. Сейчас будем варить уху из рыбьих хребтов. Тут щука. О, сейчас покажу. Вот кумжа. Щука. И сижок. Хребты. Головы кумжи тоже. И голова сига. Целый котелок такого будет наваристого бульона. О. Тент натянули. Фу, потеплело здесь в лагере немного. Ну, хоть не продувает ветром. Можно снять теплую куртку. Что-то зря раньше не додумались. Тент лежал, а мы его не использовали. В общем, сейчас закипит это все. Хребты, головы поварятся. Мы их вытащим. И туда уже заложим картошку, морковь, сам бульон, лук. Филе щуки у нас, по-моему, оставалось. Его добавим. Специй. Ну и будет уха готова.
В плохой погоде тоже есть свои плюсы. Ага, можно лагерем заняться. Класс. Эффективно. Не зря щепок делал. Не зря. Сейчас доски уберу. Красота. Шикарно получилось. Ну, в этом году. Режет капец. Остренький, да?
еще и затирочку. Ага. Покрывал немножко. Кто там деревья изучает, как они называются? Не помнишь? У меня в башке только друиды. Ну, это зависит от того, где она росла. А вот в хорошем месте, когда света хватает, ну, примерно вот такая, это 70 лет. Симпатичный. Еще бы. Красота. Большие куски вот он кромсает тяжеловато, вот так раскалывает, а вот мелкую. Ну, материал должен быть податливым, сгибаться. Вот так вот он колет, конечно. И ты будешь? Да. И поварешка. И булочкой.
Ты вторым занялся. Угу. Специи надо достать сразу. Потому что... Ну, блин, пенис горит. Черпануть бульон здесь что-то сложно. Надо. Хлеба надо? Да, Черного.
Похара. Вообще. Это он с утра набирал. Нет, так. Нет, он набирал, потом чуть потише, а потом как пошел. И так и придет. Хоть не минус. Обожди. Почти горизонтальный. Этот день начался с сильного ветра штормового. Так он и не закончился. К вечеру еще больше раздуло, и ветер точно больше 20 метров в секунду, может быть даже 25 есть точно, потому что деревья загибает, волны здоровые, палатка вся вот трясется от ветра. Вечером мы там много чего нагородили, настроили в лагере, чтобы защититься от ветра. Завтра с утра это я все покажу. Также вокруг палатки сделана такая ветровая защита, потому что это невозможно. Но завтра опять же все покажу. Уложусь, конечно, с надеждой, что завтра ветер прекратится, но на сегодняшний момент он только усиливается. Надеюсь, что все будет нормально этой ночью. Тент привязывали дополнительно наш. Установили сегодня эту загородку из второго тента, который старый, и мы планировали его для бани. Очень сильно помогло. Прямо ощутимо теплее находиться под тентом. Ромке повезло, у него палатка под тентом, и мы ее закрыли со всех сторон практически, и ему ничего не дует. А я немножко в стороне, потому что мест, когда ставили лагерь, было мало ровных. Нашел под елкой, и здесь реально задувает. Буду, наверное, опять на спальник накидывать куртки, просто чтобы от ветра спрятаться. В общем, такой день. Провели мы его в лагере. Провели, конечно, с пользой, умотались немного. Но это тоже опыт. Рыбалки, соответственно, никакой не было. Рыба у нас вчерашняя еще осталась на завтра. И потом мы уже тогда оставимся без рыбы, если завтра ветер не прекратится. Ну, есть у нас еще немножко соленой красной рыбки, которую мы кумжу засолили. Вот она есть. В общем, засыпаю с надеждой, что завтра будет более-менее нормальная погода без ветра. Всем до завтра. 10-й день на Кольском закончился. Доброй ночи. Так ты зафикси кнопкой-то красной. Какая-то каракуша тут орет прямо надо мной периодически. И там эта чайка еще в озере тоже вообще просто
Не, ну пила. Что она кривоватая. Не, вон край смени. Что? Опа. Что посыпалось? Вот это вот коробка. Стягивай. Стягивай. Ну все, погрелся. Елочка горела. Елочка, да. Что ты с ним собираешься сделать? Отпустить, наверное, что? Я изготовил пень, стол, а он его жрать. Василий, у тебя все нормально с головой? И вот ползи вот сюда и грызи все. Что тебе понравится? Там много хорошей, вкусной, свежей коры. Любишь не свежую, пониже спустись, там не свежая. Что страшное? Какой чай надо на веденном кругу заваривать?